Здорово еще раз, друзья мои! Хочу порекомендовать вам на этот раз один офигительный канал, который называется «Один день из жизни». Это канал, в котором ведущая проживает один день и берет интервью, но не только со звездами, а с обычными людьми, с которыми мы встречаемся каждый день, курьерами, таксистами и всеми всевозможными другими. На канале есть интервью с курьером Delivery Club. Меня зовут Нурбек. Я себе придумал маленький бизнес. Если я вам скажу, вы не верите. Можно заработать 4000 рублей. Который сбросил из-за своей работы 10 килограмм таксистам, которые получают чаевые по 4500 рублей. Сударь, а вы что делаете у меня в машине? Говорят, что хороший таксист, хороший психолог. Не тебя, а ты. Прям как я. И другими. Канал постоянно обновляется. Смотри видео и пиши в роликах, кого бы ты еще хотел видеть на этом канале. Кого ведущий пригласить. Ссылка на этот канал в описании. Переходи и подписывайся. Рекомендую. Кто я сегодня? Отгадайте. В шикарном прикиде рабоче-заводского класса. В ритузах. В рубашке на выпуск. Немного неряшлив. Хотел пахнуть еще автосмазкой, но не нашел такую. Хотел ВДшкой побрызгаться, но думаю, слишком воняет, девушка может уйти. Короче, сегодня я владелец мастерских и автомеханик. На территории завода поют соловьи. Соответственно, позвал барышню на свидание. Что я буду с ней делать? Я буду играть с ней в поле чудес. Предлагаю вам 1000 рублей и откройте ваш ящик черный. Сейчас буду звонить. Алло, Катерина. А вы уже подходите? Это Евгений, да, привет. А ты уже подходишь? Привет. Привет. Ну да, я уже на месте, не вижу тебя. А белый Рено... Сюда! Стекла грязные просто, да. Стекла грязные, меня не видно. Ага. Надо мыть машину чаще. Надо мыть машину чаще. Ну или на свидание приезжать на чистой машине. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Вы просто звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Привет! Привет. Рад тебя видеть. Я тоже. Привет. Как у тебя дела? Ну, хорошо. У меня тоже. Готов? Готов, да. Я смотрю на тебя, ты хорошо выглядишь. Ты серьезно? Так оделся? Я серьезно так оделся? А что я так оделся? Ну, треники, мы же вроде собирались. Это не треники, это ритузы. Ну, в ресторан, Тем да, более мы ритузы. собирались. Ну, смотри, сейчас я расскажу про это. Просто я с работы. Вот, Ну и а я же что? тебе сказал, я да, тоже была что... с работы. Ну, просто видишь, ты чем занимаешься? Я-то с машины копаюсь и нахожусь в гаражах, понимаешь? Ты меня пригласил на свидание. И да. что? Я тоже была с работы. Я хорошо выгляжу. Нет, ты тоже классно, но мы же собирались с тобой идти все-таки в ресторан. И мне, между прочим, не забудь, уже 40 лет. Сколько? Ты же говорил, то, что тебе 25 лет. Нет, я, наверное, просто забыл Сколько, написать. 40? Я забыл подписать, что выгляжу на 25. Ну, может, на 30. Ну, я же молодо выгляжу. Ну, 40 лет, да, на самом деле 40 лет. Ну, главное, какой же ты в душе, правильно? Зато фотографии мои. Вот знаешь, могли бы быть не мои фотографии, да? А фотографии-то мои все-таки, ты же внешность оценила, поэтому какая разница, сколько мне лет? Но я еще в форме на самом деле. Я еще не задыхаюсь, если я делаю какие-то движения там всякие. Ну, Это я слава богу. не задыхаюсь. Но долго не могу. То есть я, как в том анекдоте, говорит, расскажите, сколько вы занимаетесь сексом по времени? 2 часа 42 минуты. А расскажите весь процесс, пожалуйста. Ну, я 2 часа жду, когда встанет, 2 минуты трахаюсь и 40 минут лежу без сознания. Господи, какой ужас. К чему я это? Смотри, ты по поводу ресторана и всего остального. Вот, Катерин, буду честен с тобой. Вот максимально честен. Времени вообще ни на что нет. Семейная жизнь, вот правда,
пока что не для меня. Мне нужно заниматься вот бизнесом, значит, поднимать на ноги, так скажем, свое предприятие. Поэтому у меня общение с женщинами отнимает очень много времени и всегда... Вот честно тебе скажу, смотри, да, к чему я клоню? Я не первый раз, вот честно, иду на свидание через сайт знакомств. Вот не первый раз. Был там уже 2 миллиона тысяч раз. И с 90% вот вероятностью они все происходят по одному и тому же сценарию. Но если совсем у нас там нет такого, знаешь, что мы увидели там... Типа там не твоя фотография была. У нас сейчас такого не произошло, правильно? Сценарий примерно один. Всегда. Мы идем в ресторан, я смешно шучу, как, между прочим, как на концерте какого-нибудь стендапера знаменитого, понимаешь? Там все смеются, я за это, кстати, денег не беру. Там смеются на этом, значит, на этом свидании в ресторане, мы все поржали, потом мы идем в клуб какой-нибудь или кальян, потом у нас там какие-то вот эти вот все там обжимки, прижимки, петинг, прелюдии и все остальное, потом у нас, ой, там, а я хотела бы там, никогда не пила там какое-нибудь шампанское, или мне нужен новый чехол для телефона, вдруг неожиданно выясняется, я его покупаю, в итоге все равно мы оказываемся в отеле, у нас секс, не всегда прямо огонь, потому что очень устаешь за это время. Ресторан, обожрался, кальян этого обкурился. Потому что тебе, наверное, 40 лет, вот именно поэтому ты и устаешь, да? Возможно, но здесь же все-таки я нахожусь, поэтому мы от меня тоже отталкиваться должны. Короче, нет, подожди, ты еще не сказал. Ты не согласна на что? Смотри. Нет, я просто не согласна, то, что все свидания по одному сценарию. У меня. У меня. Может быть. У тебя-то может быть, у меня по этому сценарию, понимаешь, происходит. Я не знаю, может быть, я так притягиваю людей. Суть не в этом. Я еще раз тебе говорю, основная позиция в том, что это отнимает очень много энергии и сил. И поэтому я хочу быть с тобой вот сегодня максимально предельно честным и вот убрать всю эту мишуру, перейти сразу к кексу. Спокойно, не просто так. Спокойно, не просто так. У меня есть, значит, открытка с Хабаровском. Открытка с Хабаровском. Вот я кладу ее сюда, эту открытку с Хабаровском. И ты смотри, вот только не торопись, не надо мне кричать, я не проститутка и так далее. Вот смотри, я потрачу деньги на ресторан, на кальян, на подарочек. Возможно, в ресторане будет отвратительная еда. Кальяном мы там тоже, может, не кайфанем, он там будет какой-нибудь плохой. Подарок тебе может не понравиться. Ты вот возьмешь, у тебя будет время подумать, ты купишь себе сама все, что хочешь. То есть, ты берешь этот Пете 5000 и идешь себе, покупаешь все, что хочешь. Что я куплю, начнем с того, на 5000. Ты знаешь, 2 бака бензина можно купить. У меня нет машины. Ты знаешь, сколько стоит маникюр? Сколько стоят реснички? Сколько стоят брови? Ну, я не делаю, но примерно я ориентируюсь. Ну, хорошо, на брови-то хватит здесь? Не надо мне твоих денег. Ты что, прикалываешься, что ли? Ну, подожди. То есть ты хочешь без денег поехать со мной? Нет, в смысле, мне 5000, эти не надо. Нет, я готов сэкономить 5000, мы можем просто вместе провести время. Нет, не хочу. А что такого-то? Ну, я разве не убедителен в этой части? Ну, может быть, но как бы, мне кажется, это маловато. Маловато? Конечно. Ты думаешь, парни тратят на первое свидание около 5000? Мне кажется, нет, смотри. Бы пацан, он потратил бы намного больше. Ну хорошо, вот предположим, обычно свидание обходится в 10. Вот смотри, 10. Но мы же время экономим, правильно? А если мы экономим время, то мы должны же сэкономить часть денег. Поэтому я сразу тебе даю 5. Мало. Да блин. Хорошо. Бывает. Вот я понял тебя, я понял. Давай 7000 рублей. Мы с тобой еще будем торговаться, наверное, да? Ну подожди, блин, смотри, вот ты просто послушай, я же не услугу типа покупаю, проституция, это не про это. Я хочу тебя порадовать. 5000, ты говоришь, меня не порадует. Я говорю, хорошо, хрен с ним, 7000 тебя порадуют. Вот прямо сейчас я даю 7000. Давай больше. Давать больше? Да. Ну, мне кажется... 7500. Нормально? 7600? Нет, конечно. Как? Ну, погоди, мы еще так быстро я не перескочил. Я пока 7500 только говорю. 7500 тоже не пойдет? Конечно. Ты знаешь, сколько я собиралась вообще? А ты пришел в таком виде. Я даже после работы, я успела и накраситься, привести себя в порядок. Да. Я готовилась долго. Да. А ты просто пришел. 8000 рублей. 8000 рублей. Ты пойми, мне еще надо будет, подожди, ты не забывай, мне надо будет еще, мы ко мне не поедем, мне надо будет за отель заплатить. За 3 часа это минимум 1,5 будет, понимаешь? Ну и что? А то, что я 3 часа там мне делать, скажи мне. Я же тебе только что анекдот рассказал не просто так. Меня хватит на 3,5 минуты, может быть.
И что, мы 3 часа там будем сидеть, лежать? В кроссворды разгадывать, что ли? Ну, наверное, да. Блин, 1500 рублей. Ну хорошо, давай уложимся вот в десятку, ни тебе, ни мне. Значит, 10 тысяч, полторашку убираем на отель, 8500, да бухать не будем. 8500 ты заберешь себе и купишь себе. Мы попьем вина дорогого. Насколько дорогого? Ну, я не знаю, чтобы бутылка хотя бы стоила. Нет, погоди, в ленте я сейчас видел, там какая-то распродажа по 389 рублей есть крымское вино. Ты издеваешься, что ли? Нет, ну крымское же, Крым же хороший сейчас стал, там сделали мост. Я хотела попить его в ресторане. Зачем мне? Я могу купить сама себе вино, в принципе. Я хочу попить нормального. Подожди. Ну, во-первых, если мы пошли в ресторан, у меня есть отработанная схема. Какая же? Значит, мы берем пакет, только не из магазина, а такой, чтобы без всяких, и кладем туда бутылку вина. Приходим в ресторан, просим столик в углу, ну, чтобы не видно было. Вот. И, соответственно, по очереди выходим в туалет и из бутылки. Господи, какой ты жмот. Какой жмот? Ты что, угораешь? Я не могу, господи. Почему я жмот? Это экономия нормально. Как не воспринимаешь? Хорошо, скажи мне, сколько нужно тебе денег? Вот мне просто скажи, сколько, мне даже интересно. Вот скажи, сколько тебе нужно денег? Ну, чисто гипотетически. К примеру. Ну, может быть, девушки бы хотели. Ну, наверное, от 50. От 50. От 50 чего? Тысяч. От 50 косарей? Да. 50 косарей? Да. Ты в руках держала какая-нибудь 50 косарей? Конечно, держала. Конечно, держала. Ты знаешь, что я за 50 косарей сделаю? Знаешь, я обожаю. Я пол Европы трахну за 50 косарей. Пол Европы. Вместе с приезжими. Я тебе отвечаю. За 50 косарей. Ты чё, мать? 50 тысяч рублей. 50. Короче, я поняла. Вот, наверное, иди трахай. Хорошо? А мы с тобой прощаемся. Всего хорошего тебе, придурок. Давай 9 тысяч. Отстань. А в былые времена за 5000 рублей, я помню, девушки такое делали. Правда, это было в 2002 году. И тогда зарплата была 7000 рублей. Ладно. Вот так нынче люди разбрасываются деньгами. Понимаете? Вот так вот нынче. 50 косарь, 50 тысяч. 50 тысяч рублей. Да я... Да не найдется такого автомобиля, в который влезут все женщины, которые готовы со мной на кекс за 50 тысяч рублей. Просто не найдется. Наверное. 50 тысяч рублей. За 50 тысяч рублей, может быть, я и сам бы не против. Но мне не предлагают. А вам предлагали какие-нибудь космические бабки? Расскажите, пожалуйста. Или кто-то готов заплатить больше за вот это дело? А напишите-ка, очень интересно. Очень интересно. Я забыл, что я жене должен был позвонить. Прощаемся.